Ну, мне неприятно лично, когда вот такая большая комиссия на такой волатильности, и ты платишь $300 ни за что, это минус у тебя. Хотя позиция в плюсе у тебя, ты все равно теряешь $300. Вот. Поэтому вы внимательно ознакомьтесь с данной акцией, которая будет. Да? Я оставлю в Телеграме пост обязательно со всеми условиями. Там будет ссылка, да, реферальная. По ней переходите, регистрируйтесь по этой реферальной ссылке, участвуете в этой активности. Она длится только до 11 числа. Потом мы проведем airdrop в зависимости от вашего торгового объема. Мы проведем airdrop. Секрет, я пока не буду говорить, сколько монет будет на торговый объем. Но я могу сразу сказать, что это будет пожирнее плюс и профит для вас в монетах, чем та аллокация на $1000, которая была вот здесь. Вот. Это такой важный анонс, который я хотел сказать. Вот. Теперь, по идее, можем переходить к рынку. Вот. У тебя, Николай, какие сейчас на данный момент вообще настроения по поводу рынка? Я не говорю ожидания прям, я говорю настроение, вот как ты видишь текущую ситуацию, эмоциональной точки зрения. Ну, настроение, в принципе, не очень хорошее, потому как вроде бы как и мы идем уже к завершению, к пику по биткоину, а альткоины вообще ничего, в принципе, такого интересного не показывают, но нету того самого альтсезона, который там многие ожидали. И настроение немножко негативное, вроде бы как такое ощущение, что все, ну, бычка заканчивается, альтсезона нет, ну, все. Ну, я, в принципе, предполагаю, что биток еще есть запас хода. Он может, конечно же, расти, и у нас все-таки некоторые индикаторы еще не дали завершение, то что, ну, сигнала, то что цикл уже завершается. Одно только негатив по поводу альты, то что нету у нас роста альткоинов, вот что. Ну, в целом, да, я с тобой согласен. У нас получается какая ситуация. Так-то рынок ничего, у нас и эфир отскочил очень сильно. У нас как бы все по плану по эфиру, там вообще добавить нечего. Мы его много раз рассматривали с тобой детально, и лонги смотрели. Да. Вот. И биткоин на исторических хаях. Да. И вот эта ситуация, она на самом деле, я помню эмоционально. Ты тоже помнишь, в прошлый раз такая же картина была. У нас биткоин там уже переписал хаи, а альтсезон начался после 40. Если у нас хай там был 20 тысяч $, а мы когда на 40 были, у нас только начался именно активно, что там альта за неделю могла 50%, 100 сделать. С начала марта 2021 года все это дело поперло именно. Да. Да, я просто, как я думаю, мы сейчас, ребята, обязательно к графикам перейдем. И вот в чате тут вопросы уже есть по поводу, а где объем? Тут же только депозит описан. Это то, что по поводу активности, да, торговой и airdropа. Ребята, я буду видеть, как партнер биржи, какой торговый объем. Бонусы будут за депозит, да. Но акции мы регулярно проводим. Каждую неделю-две у нас разные акции. Некоторые на торговый депозит нацелены, некоторые на торговый объем. Конкретно в этом случае у нас будет акция именно за депозит, за пополнение аккаунта. Вот. От торгового объема уже будет зависеть то количество монет, которое вы получите. То есть тут уже надо будет поднапрячься. Мы раздали уже на несколько тысяч $, монет. Вот. В этот раз будет не так просто все, как в те разы, когда вы ничего не делали, мы просто так раздавали монеты. Вот. То, что касается вот ситуации сейчас, как я это думаю, что, возможно, скорее всего, мы просто недооценили биткоин до октября у нас, если так посчитать, да, это июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. Мне кажется, все эти 5 месяцев следующие, они будут идти в рост. Я не ручаюсь, конечно, за биткоин, потому что по нему там ожидания в среднем 140-170, да, то есть 150 туда входит, такой диапазон, от 140 до 170. Но вот честно, вот как я на это смотрю, биткоин мы можем сильно недооценивать, но я на него уже как бы не смотрю с точки зрения, чтобы заработать. Мне самое главное просто, чтобы он не уходил там под все вот эти эмо-линии, не пробивал важные критические уровни. Вот.
Потому что он может, в принципе, и 105 все время быть, и может начаться альтсезон. Я сейчас переключил свое внимание на эфириум. Очень сильно я за эфириумом смотрю. Как по мне, надо дождаться, чтобы эфириум перебил хаи исторически. Вот тогда альтсезон начнется, мне кажется, только после того, как эфир хаи перебьет исторически. А у нас еще дорога к историческим хаям — это 80%. 80%. И у нас может быть такое, что действительно летом, я не говорю, что все эти 5 месяцев прям альта будет расти, я имею в виду, что рынок весь будет немножко подтягиваться, альта, она может и болтаться там в 100% диапазоне, то есть не будет там пампа. А памп по альте случится как раз вот когда эфир хаи перепишет исторически, оно тогда все постреляет, и у меня такая чуйка, что в этот раз альтсезон он будет не таким, как все предыдущие, а похожим на те два роста, которые мы видели, да, это вот март и ноябрь. То есть она альта отстреляет за месяц или за два, вся, и все, и на этом все закончится. Да, Просто наверное, что так и будет. вот это, ты как думаешь? Ты как думаешь? Я думаю, что оно примерно так и будет. И даже если посмотреть по тем самым графику лонги эфира относительно битка, например, у нас был набор лонгов намного меньше в марте, чем в декабре 2024 года. Но рост альткоинов... ты включи, я извини, тебя перебил, ты включи трансляцию этого экрана, может, ты чтобы графики сразу показал. Сейчас. Включить видео. Не, экран, там. Экран. Вот, включаем экран, трансляция. Сейчас. Пока нету. О, есть контакт. Да. Вот. Лонги — это твоя фишка, поэтому давай ты рассказывай. Я не буду у тебя хлеб отбирать. Ну, в принципе, что? У нас тут по лонгам, вот мы сейчас видим, на протяжении часа закрывает. Но я, в принципе, здесь так рассматривал этот график, то у нас есть некоторые здесь психологические отметки по поводу закрытия. Так, это у нас биткоин, лонги по биткоину уже здесь практически закрыты. Вот, по биткоину. Те лонги, которые набирались, допустим, в декабре 2024 года, они уже практически закрыты. Также у нас лонги набирались в апреле 2024 года и были вот здесь вот прикрыты в декабре 2024 года. Но мы можем посмотреть на недельке. У нас все-таки же цикл. И он там относится не к каким-то там, допустим, месяц-два, а тут года идут уже. То мы даже можем пойти закрывать лонги по биткоину намного ниже. Вот, допустим, опуститься вот сюда, в нижнюю часть канала. У нас здесь есть канал некий. И мы можем, в принципе, даже опуститься вот сюда, в нижнюю часть канала. И это не говорит о том, что у нас здесь, вот, допустим, лонги по биткоину полностью закрылись. Все, биткоин больше расти не будет. Мы же можем еще закрыть лонги, опуститься ниже этих двух красных линий. Вот. И прийти, допустим, в нижнюю часть канала. Это как раз у нас будут примерно значения, вот где мы набирали ноябрь 2021 года. Да? Здесь ноябрь 2021 года. И начали набирать лонги по биткоину. Это глобальные, на весь 4-летний цикл были набраны. И ступеньками они сейчас вот закрываются. Может быть такое, что мы по биткоину еще можем сюда опуститься. Вот что. Если посмотреть лонги эфира, то тут у нас видно на часе, прикрывают, конечно же, эти лонги. Психологически немножко тяжело, но нужно не забывать. Некоторые люди, допустим, подумают, почему же у нас лонги эфира закрываются, ничего мы не видим, но нужно не забывать о том, что эфир все-таки сделал у нас уже 2 икса. И эфириум, такой тяжелый альткоин, все-таки он сделал 2 икса. Если вот мы посмотрим, вот у нас с разворота 9 апреля по текущую цену, ну, там было, допустим, в пике 99%, 100%. Эфир сделал 2 икса. И здесь можно, в принципе, понять то, что крупный игрок какую-то часть лонгов на этих 2 иксах уже закрыл. Также, я думаю, что если даже у нас лонги вот здесь вот примерно придут к этой зеленой линии, они могут их, в принципе, здесь частично прикрыть.
может даже с текущих опять будут повторно как-то по чуть-чуть набирать эти лонги по эфиру. Вот. И это будет нам напоминать, ну, вот 21 год, да, вот здесь тоже такая самая была волатильность. Падение, потом подъем, падение, подъем. Только это все у нас длилось очень долго, на протяжении тут 6-7 месяцев, даже практически год у нас это все длилось, качали это все дело. Ну, а тут, конечно же, тоже ситуация может быть еще очень такая негативная, если мы уже будем преодолевать, наверное, вот я отмечал зеленый, это первая психологическая отметка такая вот страшная, уже закрыли часть, потом вторая вот синяя, вот еще третья. Ну а если мы, конечно же, уже шлепнемся ниже вот этого вот красного блока, то тут уже да, тут уже будет говориться о том, что ну, все-таки эфир у нас уже какое-то свое локальное движение отработал и прикрыл все это движение. Но это график у нас относительно биткоина. У меня нету графика только лонгов эфира относительно тезера. Я его сегодня искал, нигде не мог найти. А ну подожди, я, по-моему, сейчас, извини, что я тебя У тебя перебиваю, просто, у тебя просто есть такой график, и нужно, чтобы ты посмотрел этот график. Относительно Давай, я сейчас тезера, загляну, да. относительно тезера там будет другая ситуация. И если, допустим, у нас есть лонги относительно тезера, то может быть такое, что мы даже увидим качели эфира относительно тезера, и само собой, конечно же, ну, движение альты тоже само собой. Также, если мы посмотрим глобально, вот у нас было движение апрель 2024 года, да, вот у нас чуть-чуть набрали здесь на 384%, но альткоины в этот момент намного больше отстреляли. И график, наверное, относительно тезера там покажет другую ситуацию. Также мы здесь набрали немного больше лонгов, чем в марте и в апреле было. Вот у нас ноябрь-декабрь, здесь уже 820%. Но рост альткоинов намного меньше показал движение. И вот мы опять же видим набор этих лонгов уже намного больше, чем в декабре. Мы перебили 2021 год, даже чуть-чуть ли не приблизились к 2017 году. Но рост альткоина вообще мизерный на портфеле. Тут, в принципе, нужно сопоставить этот график, график лонгов эфира относительно доллара, и уже, конечно же, выдвигать какие-то мнения. Вот что. Но я думаю, что здесь есть некие психологические отметки, пока что бояться не нужно. Есть вот у нас здесь зеленая. Мы можем даже с текущих опять набирать эти лонги, будут раскачивать. Также у нас есть синяя, еще одна синяя линия. Ну и такая психологическая, это вот красный блок. Это уже здесь будет практически 85%, 87% даже поглощение закрытия этих лонгов. Ну, ситуация будет немножко нам напоминать, как на лонгах по биткоину. Вот. В принципе, вот так вот. Ну и что, мы еще не видели отработки P-Cycle индикатора. P-Cycle Давай top. пока не по писайку, ты оставь это, не закрывай. Я сейчас тогда добьем лонги, Да, я сейчас давай. посмотрю к тезеру. Давай. И пока я не забыл, потому что я не из-за того, что там я никого не хочу обидеть. Просто я сейчас тебя в закрытую группу добавлю. Я об этом думал, просто я все время забывал из-за того, что много работы на проекте. Я тебя сейчас добавлю в закрытую группу. Вот. И ты мне скажешь, тебе в Телеграме пришло или нет. Также, в принципе, по поводу лонгов, ну, многие думают, почему же там альта не растет или еще что-то, то, в принципе, это лонги эфириума относительно биткоина, и они, в принципе, никаким местом не касаются к альткоинам, например. Манипулятор же не может одновременно двигать всем рынком. Они двигают эфир, потом мы знаем прекрасно, что проходит неделька, две, там или 3 двигаются какие-то альткоины. Мы вот видели, у нас даже лонги были полностью закрыты. Вот здесь были полностью закрыты лонги 11 декабря. Да, пришло. Пришло? У нас лонги были полностью закрыты здесь 9-11 декабря, но такие монеты, как, например, Solana, стреляли уже в январе месяце, и тут тоже особо панику не нужно наводить, но все равно к этому нужно присматриваться и смотреть общую картину, где у нас находятся эти лонги. Лонги тоже биткоина. Локально, в принципе, у нас здесь вот прикрыли они, но есть у нас такой вот канал.
И этот канал еще даже с 2017 года имеет свое начало, когда фьючерсная торговля появилась на рынке. Вот, и мы в этом канале Мгм. по биткоину ходили определенный Вот период мы, когда времени. вниз дойдем по этому Да, каналу, у нас, по идее, этаж должен быть на рынке, да, потому что да, все лонги закроют, как да, бы все деньги заберут, изымут, и как раз в этот момент будет хай. А да. когда у нас, если мы посмотрим на историю, у нас всегда потом набираются лонги, как бы сильно, люди не в недоумении, ну, на лонги ж набираются, значит, у нас должен расти, рынок, все должно расти. Оно не всегда так работает. АТH лонгов, это дно рынка, потому что все, уже Да, набрали да. полные карманы, это дно рынка. А Вот вот как раз-таки лой по лонгам, это у нас это уже хаи. хаи, да, это уже хаи бычьего рынка, Да, да. вот если мы посмотрим, у нас вот здесь были лонги практически набраны вот 7 мая, даже уже, ну вот здесь вот начало мая, и как раз мы увидели с конца апреля движение по эфириуму и по некоторым альткоинам уже начинали разворачивать. Вот это как раз был лой. Вот здесь вот хорошая точка входа была в некоторые позиции. Даже чуть-чуть ранее можно было входить. Вот так вот. А то, что касается этих, сейчас я покажу, то, что касается лонгов, вот мы посмотрели с вами эфириум, биткоин, ребята, мы посмотрели с вами Bitfine, на Bitfinex еще лонги по биткоину USD. По биткоину USD все, полностью согласен, добавить мне нечего, этот канал есть, и, скорее всего, действительно будет какое-то сильное прям падение лонгов, вот по каналу этому, до нижней границы мы дойдем, и тогда это будет как раз хай по битку. По лонгам эфириум, биткоин, вот, я вот такую штуку еще вижу, там потом Николай зайдет еще в закрытой группе, посмотрит, я скидывал эту картинку, то есть у нас идет вот такой вот треугольник прям расходящийся, да, как бы, ну, это не какая-то там фигура прям технического анализа или нечто подобное, просто у нас здесь минимумы постоянно по этим эфириум, биткоин, лонгам повышаются. Вот здесь минимум выше, минимум выше. То есть у нас идет памп-дамп по этим лонгам, да, я так белым даже буду рисовать. У нас всю историю, так, если мы посмотрим. Это относительно битка, да? Да, это эфириум, биткоин. У нас идет памп-дамп, но пампы мы видим, что выше. А в какой-то момент мы видим, что перестали закрывать подчистую, то есть и минимумы повышаются. Да, есть тренд какой-то восходящий. Да, и вот такой вот есть тренд. Я думаю, эта вся история потом пробьется очень сильно вверх. Она пробьется. Вот. И в какой-то момент уже на очередном закрытии лонгов, вот, потом лонги вот так снова пойдут вниз, как и здесь мы видели, как вот здесь и вот здесь, но на этом падении уже восстановления после этого падения не будет. Уже потом мы, когда перебьем этот тренд, то есть я тут пытался расширяющийся клин построить, потому что по факту оно тут действительно напоминает, как все-таки расширяющийся клин в какой-то момент, здесь не дно пологое, ну, то есть тут ровная линия горизонтальная, а здесь все-таки уже вот такая вот линия, но эти линии расходятся по-хорошему, по этим лонгам. То есть вот, если мы будем белые линии брать, то вот такой вот расширяющийся клин. Вот, когда эта вся история пробьется уже в какой-то момент, нижняя граница, вот, все, это уже значит, что вот где-то тут будет хай на этой нижней границе по эфиру. А то, что мы не смотрели, это эфириум чисто к USDT. И вот все там Я еще добавлю цилиндр Ливермора, как некоторые говорят. Да. Смотри, вот добавлю, если мы возьмем, откроем лонги биток относительно доллара, тут у нас тоже есть такой самый восходящий, вот этот вот, можно построить тоже такой вот клин. Здесь начинается тренд буквально с 11 октября 2021 года, потом мы к нему касались 1 апреля 2024 года, коснулись 23 декабря 2024 года, и у нас здесь есть вот локальное пробитие на недельке, буквально 26 мая. Мы этот тренд уже на битке по лонгам пробили. И аналогичная ситуация может быть, как ты говорил, на эфириуме относительно биткоина. Тоже будет пробит этот вот треугольник вниз туда, вниз. Вот, ты сейчас мой канал включил, да? Вот мы смотрим биткоин относительно доллара, лонги. Есть у нас тоже здесь некий тренд. Вот он берет свое начало. Октябрь 21 год. Пришли сюда, коснулись. 4 марта 24 год, опять коснулись 16 декабря 24 год, опять коснулись
Вот у нас май, 26 мая 2025 года. И мы видим на недельке пробитие этого тренда. Вот он. Вот. Пробитие, идем вниз к вот этим вот красным линиям. Аналогичная ситуация, как ты и говорил, тоже вот здесь есть тоже некий тренд у нас присутствует. Берет свое начало еще февраль 24 года, допустим. И вот мы идем по тренду вот этому вот. Вот. И как ты говоришь, наверное, у нас может быть пробитие вплоть даже вот сюда, к этому красному блоку. Да. Здесь у нас этот расширяющийся цилиндр есть, типа как цилиндр Ливермора, вот он. Да, Вот, да. в принципе, вот так вот. Ну, я дополнил, извиняюсь, конечно, что перебил, ну, просто... Не, все правильно. Я ж не сам стрим веду, я Да. специально это так и Ну, есть, потому я что... думаю, ты свои мысли, я свои мысли, и оно как-то все так вот получается. Общая картина у нас по поводу этих лонгов. Вот если, если биткоин уже здесь локально сделал пробитие вниз, то не факт, что эфириум тоже может пробиться вниз. Тоже вот сюда, вот пойти на 62 тысячи, допустим, вот сюда вот сходить. То, что мы, допустим, придем к психологической отметке, как я говорю, вот мы опустимся сюда к этому блоку, будет страшно, да. А мало ли, может, мы даже будем ниже опускаться, сюда пробивать вниз. У нас же будет закрываться уже общий цикл четырехлетний, не какой-то там локальный. Вот, это были локальные альтсезоны, а уже общий цикл четырехлетний. Тут уже может такое твориться, что мама не горюй. В принципе, Ну, конечно. Вот так вот. Да, ну, у меня все. Да, остались только эфириум лонги. Значит, то, что по эфириум лонгам, то, что я вижу. Относительно доллара, да? Ну да. Да, давай расскажи, нам интересно. Тут какая история? Получается, что все это у нас набиралось с 17 по 20 год. И 20 год самая такая масштабная была история на эфириуме. Он очень-очень сильно вырос. Я также в группе в этой, да, закрытой, я делал скриншоты. Сейчас я постараюсь, есть оно это или... Да, покажу я уже, потому что все-таки это конец рынка. Я такую ценную информацию я все-таки покажу. Ну, если мы посмотрим... Она ж уже все-таки и отработала там, ну и это будет Да. дополнительная реклама закрытой группы дофы, кто хочет, имейте желание. Да, но я туда так не набираю, я просто тех, кто давно на канале сидит, то я приглашаю. Так у меня нету цели на этом заработать, у нас есть сайт, мы там будем зарабатывать, все будет хорошо. Но история в чем тут? Смотрите, ребята, тут рост был, вот тренд этот был с 17 по 20 год. И я отметил тут самые такие ключевые уровни закрытия лонгов и сколько эфириум стоил. И вот мы видим прямо на самом хаю всего 1250 стоил эфир, когда набрали все лонги. То есть лонги набираются, роста нету. А потом, когда лонги начали закрывать, первая цена, которая была по эфиру, 3500, потом лонги еще сильнее закрыли. У нас 4000, потом снова тут был какой-то набор, но это все такое, оно ни о чем. Уже идет тренд сильный. То есть вот у нас было лонгов сколько, тут уже это все закрывается. Последнее закрытие, цена эфира 4600. После этого мы видим, что лонги не набирались совсем. Здесь они набирались, снова закрытая полностью в ноль, и еще даже меньше лонгов стало. Здесь вот набирали, снова в ноль закрыли. А сейчас ситуация какая? Мы видели цены 4600, 3550 и 1250 по эфиру. Да? И лонгов была очень большая масса, они набирались 3 года, с 17 по 20. Сейчас мы не видим вообще никакого набора лонгов конкретно по эфиру к USD. Поэтому мы и не видим, что у нас растут цены. Там все говорят, что будет какой-то удлиненный цикл, не удлиненный. Я и Николай тоже, мы знаем, у нас стоит этот таймер окончания бычьего рынка, и мы будем принимать решения. Мы сядем, у нас будет коллективный сезон, у нас сначала каждого свое будет решение. После того, как мы его примем, мы потом уже договоримся, что все, мы уже приняли свое решение, менять его не будем, тогда созвонимся и в общих чертах обсудим, будем принимать решение, что делать с позициями. Но некоторые говорят, что вот сейчас какая ситуация происходит. Эти лонги по эфиру к биткоину, чтобы вы меня поняли, они могут начать закрываться, вот,
И в этот момент, параллельно с закрытием лонгов по эфиру к биткоину, могут начать лонги к USD. И как раз в этот момент эта ситуация может развернуться, к USD лонги будут расти, к биткоину падать. Если мы такое увидим, то здесь у нас нужно будет дождаться, когда будет пик этих лонгов, и они тоже закроются. Вот. Но успеем ли мы вот эту всю историю провернуть до октября? Вопрос большой, никто не знает. Есть второй, ну, то, что нету лонгов к USD, поэтому и эфириум к USD он дорого не стоит. Вот, потому что здесь нету лонгов. У нас монет, на самом деле, нету в рынке, потому что все эти монеты за биткоин были скуплены, у нас ликвидности нету. Вы должны понимать, что там огромное количество лонгов, они там на исторических хаях почти, эти эфириум, к биткоину лонги. То есть монет нет в рынке эфира, они все на руках у крупных держателей. То есть, как и что это значит, что происходит вследствие этого? Покупки, если на миллион были, раньше эфир рос, сейчас уже на 100-200 тысяч долларов нужно купить эфира, я утрирую, условно так говорю, чтобы он вырос. Почему? Потому что в стаканах нету этих монет, их выкупили. Если там эти монеты есть, то это специально ставят эти крупные игроки, чтобы просто поддержать цену, чтобы она пока не росла, мы поддержим, они их просто уберут потом, и эфир пойдет. Это лично мое мнение, это не истина какая-то, но закономерность по лонгам такая, мы видим, что здесь лонгов 0, реально их просто 0, их нет к USD, а к биткоину они просто на исторических хаях. Они переписали, по-моему, даже исторические хаи, лонги. А, нет, не переписали, но тем не Переписали менее. 21 года. Да, да, ну вот 17-й вот был, ну, в общем... 17-й не переписали, только 21 год. Да, 21 переписали, и вот сейчас пошло небольшое закрытие. Они подзакроются, и нужно за этим понаблюдать. Если лонги, когда закроются, эфир вообще не двинется с места, если лонги очень сильно пропадают, а эфир не упадет, а потом они начнут расти, и эфир будет на этом расти, он тоже падать не будет. То есть если он вообще проигнорирует это падение, это будет говорить о том, что он дальше шарахнет еще сильнее, эфир. Это мое мнение. И нужно наблюдать, потому что за вот этими вот лонгами эфир USD, они когда пойдут вверх, то и эфир начнет очень сильно расти. Вот. Да. Здесь лонги выросли на сколько? Вот тут 48% в феврале 25-го. Но мы видели это рост не в феврале, вот, тут никаких изменений по лонгам нету, а эфир очень сильно вырос. Как бы после падения, но все равно он очень сильно вырос. С 1400 до 2700 условно. Вот. Поэтому тут нужно наблюдать, прям я накопление такое сильное вижу по этим лонгам к USD. И вся эта картина, она очень интересная, такая загадочная, много вопросов возникает. Но какого-то плохого здесь я не вижу. Я, наоборот, вижу здесь только возможности. Я вижу интересные нюансы. То есть я вижу, что действительно что-то происходит, и происходит неплохое. Это не так, что все эти лонги прям просто вниз в ноль падают, постоянно падают и падают. Здесь происходит просто манипуляция какая-то, ее надо пережить. Вот. И все. Надо просто это пережить, смириться с этим. Вот. Конечно. И все. Да. Вот. Это мое мнение, то, что касается лонгов. Вот. Ну, сам эфир можем посмотреть. Можно, конечно. Сам эфир и биткоин. Давай я тогда по эфир биткоин посмотрю вкратце, а потом ты скажешь, что ты видишь по эфиру, чтобы я тебе передам тогда слово после... Давай ты посмотришь эфириум, а я, в принципе, выскажу свое мнение по биткоину потом в дальнейшем. О, что там я отлично, думаю по вот так вот сделаем. По эфиру, это как я и говорил, что у нас, скорее всего, как все трейдеры на фьючах, кто трейдит небольшими объемами на фьючах, он знает, что у нас всегда какие-то рейнджи формируются, то есть идет тренд, потом у нас формируется флэт, я это в видео в недавнем рассказывал, формируется такой условный диапазон, и в какой-то момент этот диапазон, он очень сильно пробивается. И есть такое золотое правило, оно, ну, я не скажу, что оно стопроцентное, в жизни ничего стопроцентного нету, но оно очень близко, вот эта вот вся конструкция, к 100% отработки. Когда у нас идет какой-то флэт длительный, на крупных таймфреймах, если происходит пробитие в одну сторону, а потом цена возвращается обратно в этот флэт, то движение идет в обратную от ложного пробития сторону. То есть поэтому это пробитие ложным называется. То есть это вот так картина выглядит. И в другом случае, если это пробитие идет вверх,
то, соответственно, если ложное пробитие идет вверх, то и дальше вся эта конструкция, она, соответственно, идет вниз. Вот, вы должны понимать. То есть если пробитие идет вверх, то мы идем потом вниз после всего этого дела. Поэтому, собственно говоря, как это относится к эфириуму, вы меня спросите. То есть умею ли я только рисовать или нет? Да? Как это относится к эфириуму? К эфириуму это относится тем образом, что здесь уровень четкий есть 2200 и четкий уровень 4000. Можно просто это сделать вот такими жирными линиями, белыми, для наглядности. И мы с вами увидим, что здесь четкий реально был флэт, только это уже нужно понимать, что этот флэт у нас длится с ноября 23-го, то есть 2 года по факту. Ну так, 2 года, если мы берем. И пробился он ложно вниз. Вот это пробитие. Вынесли всех. Абсолютно. Я тут покупал. Я об этом говорил, что у меня здесь стояли лимитки 1900, 1600, все это знают. Да, видео называлось, что мы идем на 900. Но вы поймите, видео так называлось не потому, что я говорю, что вот ровно 900 будет, я по 900 куплю и все. Ну, никто не знает точно цен, до каких будет рост, каких будет падение. Но самое главное, что я сказал, что падение как бы будет. Когда 2200 было, они говорили, что мы сейчас на 10 уйдем. Вот. Поэтому я здесь докупил, и средняя у меня как раз по текущим средняя. И меня это устраивает. Мне кажется, что это был ложный вынос, и сейчас мы видим, что мы у нижней границы на недельке, а неделька выглядит очень хорошо. Если открыть недельный таймфрейм и посмотреть эти свечи, да, мы стоим, но мы не падаем. А сейчас в нынешних реалиях, да, рынка, то, что мы не падаем, это уже огромное достижение. Вот. И мы стоим в каком месте? Вот у нас проторговка, и вот у нас проторговка. Вот. И мы на нижней границе, как и в 2024 году. Переход с 23 на 24. Вот ровно в том же месте. То есть это такой реванш у эфириума сейчас идет. Если мы не опустимся снова ниже вот этого уровня, да, то есть нам нельзя уже опускаться, это давайте я вам такую цифру назову, 2200, да, если мы не будем опускаться ниже этого уровня, то это будет говорить о том, что дальше пойдет еще один импульс. Такой же по силе, как этот импульс был до вот этой проторговки. Потому что если посмотреть здесь 4 часа, то мы здесь видим четко, вот просто четко флэт идет на 4 часах. Просто идет флэт. И он очень похож на этот флэт, который был внизу, если вы посмотрите. То есть здесь идет флэт, заходят объемы, и мы выбиваем это дело вверх. А если еще и здесь объемы включить, например, мы возьмем не недельные какие-то там, а я сейчас возьму, с козырей зайду и возьму, только это надо на Binance смотреть, на Binance, сейчас я вам на Binance покажу. Это SME, а мы сейчас на Binance возьмем. Вот Binance, и я в РВП включаю объем. И смотрите, какая тут интересная картина. Крупный объем собрали. Вот, тут 4 миллиона монет проторговано, 3,3. То есть, где-то тут около 15 миллионов монет проторговано. Вот, собрали 15 миллионов, и пошел импульс. Здесь еще один флэт формируем. Вот, еще один флэт. Вот. Объем уже в этом флэте, он больше, чем в том флэте, что был ниже. Потому что здесь уже явно за 15 миллионов проторговано. И если так вглядеться, то вот похожая ситуация, очень похожа. Только разница в том, что здесь флэт был высотой, сколько там, 10%, а здесь флэт высотой 20%. То есть у нас растет размах, растет амплитуда, и сам импульс усиляется. Если мы посмотрим, то здесь вот тоже импульс был 20%. Я думаю, что не мешает. А здесь уже импульс был 55%. После такой широкой расторговки такого импульса, даже тут волновики могут подключиться и сказать, что это там первая волна, вторая коррекция, третья волна, четвертая волна коррекция, это пятая будет волна, да, условно. Потом какая-то масштабная коррекция будет. Поэтому я пока не вижу масштабной коррекции по эфиру, я вижу только вверх путь. Это мое мнение. И путь в район 3300. Вот. Я вижу 3300 по эфиру.
если 2200 будет, значит, я оказался неправ, там надо делать пересмотр анализа. Вот, это то, что я по эфиру вижу. Также, я перебью немножко. Можешь посмотреть на дневке, там у нас формируется такой себе бычий вымпел, похожий. Так вот, если на дневку включить, посмотреть, Мгм. как такой Кстати, да. мощнячий бычий вымпел. И эфир относительно биткоина тоже можно посмотреть, там аналогичная ситуация. Это Да, ну, дополнение к анализу твоему. да, ну вот, да, абсолютно я согласен. То есть у нас тут и максимумы повышаются, и минимумы повышаются. Но это говорит только о силе. Ну, сейчас пугают, у меня там вообще на канале комментарии, я не понимаю, они, ну, или графики не открывают, чем они занимаются в жизни своей. Они мне пишут, вас засаживают блогеры в рынок. Там мы и так Да. засажены. Мы сами засажены. Мы засажены, мы ищем точку выхода. Зачем нам... Куда? Я не могу, я сейчас просто от смеха, я просто плакаю. Куда засаживать уже людей, если сам засажен? Мы засажены. Вот мне тоже один человек сегодня писал комментарий, говорит, ты не можешь выдержать просадку полгода. Зачем ты в этом рынке? Какие полгода? Я уже в рынке нахожусь более чем 4 года. Какие полгода? Это просто капец. Мы здесь просто-напросто ищем точку выхода. И я считаю, что нужно найти точку выхода. Какой у тебя будет дальнейший остаточный результат? Это только твои проблемы. Или ты заработал что-то, или ты не заработал. Но точка выхода должна быть для того, чтобы выйти, допустим, с лонгов из спота. Вот. Да. Чтобы не погрузиться с этим всем на медвежку. Но в рынке можно оставаться быть, допустим, перевернуться в шорт, или стейкать, или еще чем-то другим заниматься. Вот что. Но мы ищем точку выхода из лонгов, из спота. Все. А засажены мы уже очень давно. Мы постоянно в этом рынке находимся. Вот так. Да. Ну, они мне там, вы засаживаете, да кого уже и так все там засаживать уже некого, уже все засажены, ну реально, просто такие комментарии. Я понимаю, что, скорее всего, люди, которые мимо прошли, знаешь, они там так вот плюнули там вот что-то и все, как бы не следят особо за нами. Ну, я просто, я это все помню, как оно было в прошлый раз, тоже все ждали, перед тем, как оно все рвануло вверх, все уже сказали, да ничего расти не будет, оно полетело, они зашли, только зашли, первая коррекция, и все, уже опять надо выходить, понимаешь? Я тоже помню этот момент, особенно осенью 2021 года, когда все ожидали биткоин по 100 тысяч долларов, а потом уже, конечно же, когда мы погрузились на медвежку, это люди, говорят те, по всей видимости, которые только пришли в рынок. Они не знают, что такое медвежка. Потом уже появилась медвежка в 2022 году с всеми вытекающимися. Там был и скам стейблкоинов, и скамы разные, и крахи, и что там только не творилось. Просто. И даже когда уже биткоин отрисовал дно 2022 года, осенью в 2022 году, уже нужно было покупать сам биткоин, и то его никто не покупал, потому как еще плюс крах биржи FTX, и это был полный трэш там. Вот что. Так что это опасно, да. Это очень опасно. Это, притом 21 год, 22 год не было делистингов на бирже. Даже крах Луны не сделали они делистинг, а просто сделали ребрендинг, перезапуск блокчейна и все. А мы сейчас видим, пачками делистят монеты. Это, если ты их не продашь, у тебя сняли, забрали деньги, все. Это будет полный кризис, крах, полнейший. Так что тут очень опасно. И принимать решение нужно будет очень серьезное. Вот что. Вот так вот. У меня просто ситуация в портфеле какая. У меня было биткоина, да, я не скажу там много, да, но достаточно биткоина было в соотношении по портфелю. Я его продал с ребятами, да, которых я веду, вот, с партнерами именно, которые в монету инвестировали, да, потому что если бы они деньги не дали, монеты как бы не было бы. Вот они проинвестировали. Вот. Ситуация какая у нас с ними? Тот профит от битка, он перекрыл убыток. Вот. Поэтому у нас получилось последний раз докупиться на 10% вот сейчас, да, там по
там, я не знаю, по 2500 там эфир был еще, что-то вроде такого. Вот мы альту купили там. Там последние позиции, которые вот мы докупили как раз, ну там минус 10% по ним сейчас просадка. И весь портфель, по всему портфелю тоже просадка сейчас минус 10%. Вот, по всему портфелю. А биток на исторических хаях, эфир у нас по факту ничего не показал, он вот то как был, он в 2021 году. В 2021 году он ровно столько же стоил, сколько сейчас. Он как стейблкоин. На 4 сходил, на 2 сходил, и все. То есть, а эфира у меня очень много. Очень много. У меня 40% портфеля в эфире. И у ребят тоже. Вот. И нам даже если он просто к историческим хаям дойдет, уже, понимаешь, выходить можно. Но мы будем смотреть. Просто хорошая точка входа по эфириуму позволяет выйти там, допустим, на исторических хаях, там по 4000, по 4500, Да. например. Так. Но никто не будет дампить и выходить по историческим хаям. Ну, люди держали с 2021 года 5 лет, вот уже, 26-й скоро, 5 лет почти будет. Люди держали 5 лет не для того, чтобы купить по 2, выйти по 4. Ну, это так не работает. Можно стейкингом заняться даже. Стейкингом, да, ноды, вот, тоже. Так вот и в этом дело, продавать они просто ноды будут совершенствовать. Вот. Кто будет продавать эфир? Ну, на нем все мемкоины, которые запускались, Solana и эфир, сколько мемкоинов запустили. Людям нужен эфир. Он будет востребован, конечно. Ну, потому что все торговые пары, я это просто понял как фаундер проекта. Почему? Вот я сейчас к USDT монета наша торгуется, да? Но она на блокчейне тон. Вот. И мне, чтобы запускать еще одну торговую пару, мне нужен тон. Поэтому я его скупаю. Такая же история и у тех, кто создает проекты на эфириуме и на Solana. Им нужен эфириум и Solana, им нужно его купить, чтобы у них была эта торговая пара. Это же деньги в монете, которые есть, они же не с потолка берутся. Это мне нужно купить эти монеты и вывести в обращение. Вот. И у людей точно такая же проблема. А эфир, все, что торгуется к эфиру, это все было куплено за реальные деньги. И все вот эти вот пары к эфиру торговые, на всех вот этих вот pump fund, все эти торговые дексы, вот там вот эфир весь этот лежит. Вот. Поэтому сейчас тут закупятся, и никто его не будет там сильно продавать. Вот мне тоже нету смысла тон продавать, я его сейчас купил. А ты не знаешь, под какие проценты будут стейкать эфириум? Там вот стейкинг они хотят сделать этот. Нет, я сегодня когда по сайту сделаю все, если останется у меня время и силы, я тогда посмотрю это все дело. Ну, я думаю, там не 1% будет, наверное. Да, ну не. Ну, вот это что же выгодно, если, конечно же, есть люди там $100 в эфире, $100. А если кто-то держит там эфириума на $100 000, и даже если посмотреть там, 5%, $5000 будет тебе капать, то тебе проще-напросто закинуть эфириум в стейкинг и лить эти проценты уже по стакану там себе сливать. Есть же люди сидят с крупным капиталом в эфириуме даже, им просто невыгодно. Хорошая точка входа где-то там 20-й год, может быть 19-й год. И сейчас просто так слить, смысл в этом нет смысла. Можно просто-напросто держать эфириум в стейкинге, огромная котлета. Там будут огромные вот такие массивные проценты капать тебе. И чем просто выйти с рынка. Вышел, а дальше что делать? Опять дождаться эфириум, чтобы ниже подкупить? Это долго нужно ожидать. Давай ты сейчас тогда начнешь за биткоин, я тебя включу. Да, давай. А сам я в это время заблокирую некоторых ребят в чате, потому что там какие-то опять пошли эти боты. Хейтерские комментарии. Хейтерские, прям там маты, какие-то оскорбления. Хейтеры всегда будут, и я хочу сказать, если они что-то там хотят хейтить или еще что-то, возьмите, сделайте свой YouTube канал, возьмите, сделайте свой Telegram канал, ведите эти площадки 2. 5 лет, 5 лет. 2 канала вот этих вот ведите, и можете там себе троллить, шмолить, что вы хотите, то и делайте, конечно же, потому как это так. Я уже на хейтера вообще даже не обращаю внимания, мне это как-то по барабану. Вот. Правильно. Давай, притом это все бесплатно. YouTube, вы ничего платить не будете, вам даже будет платить площадка монетизацию. Телеграм-канал тоже будете сотрудничать с каким-то там менеджером по рекламе тоже. И будете нормально себе там хейтить. По поводу биткоина, да.
Можно переключаться. Да. Так, это мне нужно экран подключить, да? Не, все подключено. Все Да. подключено. Угу. Ну, так. Вот, все. Все, Экран все видно, есть, да? все есть, все работает, да. Тут, в принципе, что у нас по поводу биткоина? У нас здесь есть такой вот глобальный такой вот, тоже, можно сказать, бычий флаг они отрисовали. Правда, он намного, ну, здесь меньше волатильности, как было в 2024 году. И мы видим то, что на данный момент мы уже вышли с этого бычьего флага. Вот у нас есть выход. И сейчас на данный момент здесь закреп произошел. Закрепление и ретест. Ретест верхней части этого вот флага. Есть. У нас здесь даже произошел ретест. И мы видим небольшой отскок. Вот у нас есть отскок. И может все-таки действительно у нас биткоин будет дальше продвигаться выше сюда, в новый ценовой блок. И здесь ситуация даже на дневке, если мы посмотрим, похожая ситуация, как было у нас, ну, примерно вот здесь вот. Вот этот вот участок времени, у нас тоже здесь вот такая вот аналогичная ситуация была. У нас выход, ретест и чуть-чуть похожая, как вот здесь вот тоже. Похожая ситуация у нас. Также у нас есть здесь гэп. На CME мы его видим, этот гэп, мы можем посмотреть гэп. Он у нас еще остается актуальный, он не проторгован. В диапазоне 91 тысяча долларов по поводу гэпа. Вот этот гэп маленький. Есть он актуальный, за него тоже не нужно забывать. Он маленький здесь есть. И также у нас здесь есть объемы, очень крупные объемы проторгованные. Если мы посмотрим всю вот эту вот историю, вот всю историю, у нас здесь как раз максимальные объемы где-то, ну, 96, 97, уже немножко переместили они. Вот, получается у нас 96, 97, здесь максимальные объемы. Мы можем тоже отметить этот блок, что он у нас выступает сильнейшим блоком в дальнейшем поддержки будет. Вот у нас линия ПОК как раз проходит. Мы даже можем, конечно же, мы можем даже каким-то, вот это когда-то тут ванговал, мы можем даже спуститься к этим объемам. Это тоже будет в пределах нормы, я думаю, если даже будет и коррекция какая-то на биткоине, потому как биткоин все равно у нас немножко перегрет. Вот. У нас, в принципе, здесь мы можем и опуститься даже в 97-96. Это такая вот какой-то сквиз будет. Все может быть. Это если учитывать то, что если вдруг какая-то произойдет коррекция, то у нас диапазон 96-97 тысяч долларов будет выступать первым блоком сильнейшей поддержки. И также у нас есть некая небольшая цель в диапазоне 91 тысяча долларов. Это вот этот вот маленький гэп, который даже на дневке его здесь вот видно. Вот он, этот гэпчик, он не перекрыт. Малюсенький. Вот. И биткоин, ну, в принципе, что? У нас выглядит все здесь немножко сейчас такое вот негативное состояние, вроде бы как будем падать, но напоминает мне вот эту вот историю, как это было вот октябрь, ноябрь 24 год. И потом мы выстрелили просто вверх. Тогда тоже здесь у нас некоторое было такое плохое настроение на рынке. И тут тоже аналогичная ситуация. Но мы видим то, что у нас биткоин уже сломал нисходящий тренд. Здесь у нас уже идут повышающиеся минимумы и повышающиеся максимумы и повышающиеся минимумы уже идут. У нас здесь отрисовывают уже такой уже восходящий канал по битку. Вот. И здесь уже тренд потихоньку начинает меняться по биткоину. Также есть такой вот интересный индикатор, я его сегодня рассматривал. Вот эти вот две скользяшки. P-Cycle Bottom называется он. И здесь, в принципе, мы можем увидеть, есть подтверждение, вроде, ну, как на медвежку. Вот у нас пересечение этих скользяшек. Здесь у нас происходит такая вот капитуляция. И можно, в принципе, уже сказать, что все, уже у нас здесь начинается вот медвежка. Здесь пересечение, произошла капитуляция. Первая, это как раз, наверное, будет та капитуляция, где мы рассматривали с тобой виллы Шифа. Как
как раз здесь было Мгм. перелипание к медиане. Вот у Не, нас... смотри, оно выше было, то есть выше, флэт, который выше, широкий такой. Мгм. Вот там эта медиана была, там, где у тебя красный блок еще нарисован. Вот здесь вот. Да, да, вот это вот та А, проторговка, да, вот. это там медиана. Ну, это мы Просто как... в чем тут? Мы как раз опустились, ну, ну, ниже этой медианы. И, в принципе, вот данный индикатор уже показывает то, что здесь можно набирать биток. Вот у нас Да, получается дно. конечно, оно дополняет просто друг друга. Сама Да. суть, что мы тут даже по вот этому писайку, мы же просто ниже этих скользящих ушли, ниже Мгм. писайкла упали. И здесь вот есть у нас еще один такой вот сигнал, типа парабола начинается. Парабола. Вот мы сейчас уже находимся в параболической фазе роста. Многие говорят, типа, парабола, парабола. Когда будет парабола по биткоину? Та парабола, вот уже идет парабола. И также мы видим это все движение, вот еще один цикл. Здесь у нас не полностью биток есть, вот у нас аналогичная ситуация, пересечение этих скользяшек, дно по биткоину, вот пересечение, пишется парабола, пошла парабола по биткоину, вот. И мы сейчас тоже в параболе находимся. И эти скользяшки, видно, вот тут красная начинает загибаться, типа уже все, цикл идет на коррекцию. Цикл у нас идет на коррекцию. Это я вот здесь рисовал. Можно удалить это все. Уже у нас здесь загибание идет. И идет сюда. Даже у нас здесь зеленый загибается. Тут мы этого еще пока не видим. Нет у нас здесь загиба никакого. Зеленая не загибается. И также P-Cycle Top по биткоину. Ну, вот мы видим то, что нет у нас никакого сигнала на P-Cycle Top. Здесь у нас пока на данный момент 163 тысячи долларов. Мы когда-то были последний раз рассматривали, там было 156 вроде бы. 156 цена была, сейчас уже видно, что 163 тысячи долларов. Немножко уже цель Ну да. повышается. Это у нас такой вот индикатор глобальный P-Cycle. Он давал вот сигнал, что пик, пик и пик. 4 пика у нас было во всех 3 циклах. В этом цикле еще пика нету. Вот. Но если нету пика, значит по-любому еще не медвежка. По временному интервалу у нас в принципе еще есть запас хода. Если мы посмотрим на Stock to Flow, то у нас тут еще запас хода есть. Тоже у нас не желтая зона. Мы видим то, что еще запас хода есть. И тут у нас в принципе показывает то, что будет пик, по всей видимости, поставлен где-то в августе, может. Надеемся, что действительно будет здесь у нас движение биткоина в диапазон 150 тысяч долларов и выше. И здесь уже будет пик. Так же самое здесь они могут включить альтсезон. И та самая будет у нас фома на рынке. Но если этого не будет, то рынок просто-напросто сломается. Вот. Ну вот все равно, смотри, я полностью согласен с тобой. Я вот просто сижу, задаюсь каждый раз вопросом, вот, ну, не ошиблись ли мы, не продали ли мы биткоин раньше. Я вот просто мне кажется, что даже если там у нас будет супер тренд еще по биткоину этот, там, ну, даже если это будет там 150 или 200 тысяч, да, это все равно, даже если это 200 будет, если мы совсем ошиблись прям и не рассчитали там правильно хай по биткоину, но все равно, с учетом того, сколько эфириума, мне кажется, ну в этой последней фазе все равно должен уже в основном расти сильно не биткоин, а должен весь рынок уже догонять его. Да. Ну, вот, я просто не знаю, это такой вот момент спорный. Ну, просто это 50%, ну 100% еще он даст профита, да, то есть X2 биткоин. Ну, такой вопрос, он очень, да, он важный очень. Ну, в принципе, я тоже вот так иногда сидел, так думал, рассматривал графики, и думаю, что вот этот вот у нас тут, это у нас как раз на Polonix, тут у нас, это как раз у нас вот этот вот участок, я был когда-то делал этот шаблон бар, и вот он, этот участок, вот он. Угу. Да. Похожая ситуация. Да. И в принципе, я думал тоже, вот напоминает мне такое состояние рынка,
вот мы здесь вот находимся, как будто бы это был, ну, ноябрь, декабрь, вот здесь вот, ну, декабрь, январь 2020 год. Вот. Такое ощущение, что где-то мы находимся вот здесь вот. Вот тут вот, в принципе. Тогда тоже такое было настроение, что вроде бы как все, цикл завершился, да, и альткоины вроде бы там показывали какое-то движение, и сейчас у нас вроде бы альткоины показывали движение, и Solana, и Sui, и Pepe там мемкоины, большинство мемкоинов показали движение, но большинство потом уже вышли, здесь даже снимали некоторые блогеры то, что здесь был пик поставлен, нужно покидать рынок, цена битка 20-23, здесь типа пик, все, нужно покидать рынок. И потом, конечно же, после этого всего у нас было еще движение. Вот. И здесь уже был полномасштабный альт-сезон в 2021 году. Вот здесь вот полномасштабный. Но намного больше, чем был до вот этих вот значений. Кстати, распределение на стопроцентный диапазон. В стопроцентном диапазоне биткоин распределялся. Да. Ну, 30-60 условно. Также, смотри, еще интересный важный момент. Вот, мы видим, что у нас есть хэш-риббанс, дал сигнал. Вот, мы видим сигнал. Был у нас в марте, он четко отработал. Мы увидели движение битка на 50%. Сейчас, 24 мая, на мои именины тоже хэш-риббанс дал сигнал. Он закрепился на неделе. Это уже сильный сигнал, я считаю. Вот. И интересный момент, то что если мы посмотрим историю 2021 года, хэш-риббанс никогда не давал сигнал где-то вот здесь, вот после поставленной вершины, да, он не дал здесь сигнал. Вот на отскоке, типа, да, здесь купи, здесь продай. Он не дал сигнал. Да. Не дал сигнал у нас вот здесь вот. Не дал он сигнал вот здесь вот. Дал только сигнал уже, когда у нас отрисовано было дно по биткоину. Вот был сигнал. Синяя точка, это сигнал хэш-риббанса. Здесь была капитуляция, да, вот есть у нас капитуляция написана. Серым по зеленому. Но сигнала не было на покупку. То, в принципе, хэш-риббанс никогда не давал сигнал после поставленной вершины. И мы видим 2017 год, смотри, аналогичная ситуация. хэш-риббанс дает сигнал на покупку, вот, дает сигнал на покупку, идет рост. Здесь вот, например, ни на едином отскоке не было в 2018 году по хэш-риббансу сигнала. Только на дне рынка дал сигнал дальше на покупку. И что мы видим? Аналогичную ситуацию здесь. Вот хэш-риббанс у нас повторно дает сигнал на покупку, биток уже сделал коррекцию. После хэш-риббанса я рассматривал историю. Иногда есть коррекция, иногда мы быстро начинаем расти, иногда с задержкой. Самая максимальная задержка у нас была вот здесь вот. Это был июль 2024 года, и мы здесь простояли 90 дней. Вот 90 дней мы стоим в боковике вот этом вот. Он был даже здесь и волатильный, но 90 дней стояли, и потом пошла волна роста. Вот. Может быть такое, что мы увидим даже 18 июня. У нас будет заседание ФРС. Это может быть поставки, даже... да? Да, поставки. Да. Я сегодня сделал пост в телеге у себя. И тебе закинул тоже в час там по поводу ставки. 18 июня у нас будет как раз заседание. И может быть такое, что после того, когда хэш-риббанс дал сигнал, мы увидели уже коррекцию, которая уже сделана здесь. Может еще будет ниже коррекция на 96. У нас там есть же линия по объемам. Мы можем даже еще немножко скорректироваться, пускай на 96. Это будет в пределах нормы после того, когда сигнал хэш-риббанс дает. 15% примерно бывает коррекция. Есть даже и 30% коррекция. То 96, смотри, у нас будет 13% коррекции. И после ФРС у нас будет триггер для дальнейшего роста. Нам нужно выждать эти 2 недельки. Набраться гармонии, помедитировать туда-сюда. И я думаю, что вот эти вот 2 ключевые недели будут у нас... Ну, они будут ключевые, эти 2 недели. Может быть такое, что хэш-риббанс наш облажался. Из текущих мы, конечно же, шлепнемся на медвежку. Мы это не исключаем. У нас же есть важный уровень. 69 тысяч долларов. Мы с тобой его рассматривали. Вот он. И может быть такое, что мы просто-напросто с текущих идем на медвежку. Тоже может быть такое. Мы этого не исключаем. Это крипторынок. Тут все может быть. Мы прекрасно знаем, как обычный пост Трампа все меняет на этом рынке. Вот. Но ситуация здесь, я думаю, что очень лонговая, хорошая. И хэш-риббанс есть сигнал. И P-Cycle нам тоже
не дал сигнал, что пик поставлен. И все-таки есть запас хода по биткоину. И тоже, конечно же, если даже сейчас мы можем увидеть по настроению, что многие шортят рынок. Для того, чтобы вынести, допустим, вторые плечи, нам нужно, ну что сделать, 50% роста по биткоину, так же сделать примерно. Ну, второе плечо 50%. Вот, 163 тысячи долларов, 55%. Вот. Это уже вынесут таких шортистов, что там долили такую кучу маржи, там обеспечение сделали. Я думаю, что вот 63% как раз снесут всех шортистов. Потому как, тоже такая мысля, если у нас, допустим, сейчас здесь шортисты засели, они же, конечно же, будут сидеть до талого в битке, и потом манипулятору, где взять бабло, чтобы раздать вот здесь вот им бабки. Кому им здесь продавать биткоин? Если и так будут большинство засажены в альте, они и так уже засажены, эти люди в альте. Будет полное разочарование, если мы с текущих разворачиваемся на медвежку. Уже никто потом дальше не понесет в крипту. И еще плюс нужно зафиксировать биток будет. А там же котлеты огромные будут. Там еще с такими плечами все эти сядут. Это чтобы шорты прикрыли, что нужно сделать? Нужно найти покупателя, чтобы сделать здесь небольшой exit pump. Вот такой вот. Оп. И зафиксировать шорт. Или взять биток, просто-напросто обвалить куда-то в диапазон там 3000-4000 долларов. Да? Но на фоне всех этих новостей, прихода в рынок институционалов, валить биток на 4000 долларов, чтобы закрыть этих шортистов, которые здесь налипли, это какой-то нонсенс. Я думаю, что здесь, по всей видимости, будет еще манипуляция, и на 50к мы можем сюда вот сходить. 150, да. Да, да, 150к мы можем сходить, и это будет каскад ликвидации, это будет просто выноситься так, как выносилось вот здесь вот в августе, когда Трамп тогда выступал. Здесь тоже снесли очень большое количество лонгистов. И это был огромный каскад ликвидаций. Просто вот так все просто там будет нестись, сноситься. Вот такие вот у меня мысли. Я думаю, что действительно манипуляция здесь готовится, и рынок потянут вверх. Только нужно это все дело пережить. Вот. Ну, а если ты находишься на споте, то тебе вообще ничего не нужно делать. Никакие кнопки не нужно нажимать. Ничего не нужно делать. Сиди, я жди. Я сейчас хочу Я согласен. Я сейчас хочу попробовать прогрузить карту ликвидации по биткоину. Ну, тут сверху очень много. Давай. Давай, подсоединяйся, свои идеи дополни. Мы ожидаем. Смотри, условно, да, мне сейчас сразу тут скажут, снизу якобы есть тоже на 17 миллиардов, на 16 миллиардов, но и сверху тут очень много, причем вплотную, вот 115 тысяч долларов, и тут уже много ликвидаций, вот мы видим. Давай BSD все. Здесь в последний раз перед пампом сильным было на 23 миллиарда ликвидаций по биткоину. Можем немножко даже сузить диапазон, я не знаю, сейчас если платформа позволит, так, чтобы она еще не заглючила, конечно. Сейчас посмотрим. Ну вот, тут 10 миллиардов, 4 миллиарда, 7 миллиардов. Тут очень много, как бы если тут они все в одном месте были ликвидации крупные, здесь на разных ценовых уровнях, но приблизительно тоже такое количество, больше 20 миллиардов здесь находится. И действительно полка крупная на 93. Но 93 по биткоину, да, оно для нас уже под запретом. По-хорошему мы туда не должны спускаться. Вот. Я сейчас постараюсь объяснить, почему. Да? Вот, если мы посмотрим биткоин, как ты говорил, вот у нас там есть эти все крупные объемы по биткоину. Я здесь что вижу? У нас на недельке мы над 8 линии, все окей. Вот как бы там, где нужно начинать переживать, это ровно 103 тысячи. 103, да. 103, вот там нужно начинать переживать. Пока я вообще не вижу смысла по биткоину переживать. Вот то, что мы говорили с тобой по поводу, где медвежка к нам придет, постучится в двери. Вот этот уровень 67 тысяч, вот, это оно пишет объем крупный, который на медвежке был накоплен, вот, это 20 тысяч. А если мы уберем историю с двадцатки и не будем смотреть, оно сейчас перестроит тут гистограмму, вот, все, оно перестроило. Следующий объем
Тут оно нам что пишет? 26, это тоже убираем, чтобы оно 26 не считало. Это оно так и работает, потому что мы смотрим от крупного объема до следующего крупного объема. Потом был крупный объем накоплен до 42, вот, 42, здесь был максимальный. Мы накопились, улетели вверх. Здесь вот крупный объем, вот, это диапазон 70-61. Поэтому мы с тобой говорили, что если мы вот ниже вот этих значений падаем, 60-70, у нас медвежка. Сейчас, ну, реально, отсюда, вот если мы это пробиваем, мы падаем на 42, здесь дохлая кошка и вниз дальше. То, что мы видим сейчас, здесь уже формируется новый крупный объем. Это вот 92, которая цифра уже сегодня звучала из твоих уст, и 98. Поэтому у меня какой план? Если я вижу 103, я начинаю переживать, и тогда я снова начну графики смотреть, потому что я сейчас, ну, я их не смотрю, потому что я позиции открыл, я цены вижу, цена хорошая, все окей, все. Кластера открыл, одним глазом глянул, нету там никаких сигналов, все. То есть я сейчас не стараюсь за этим. Позиции набраны, уже мне как бы горячиться смысла нет. 99-93, вот тут новый крупный объем вырисовывается. Вот. Мы его с двух сторон видим. Вот тут вот я его вижу, и вот и справа я его вижу. Просто здесь немножко разная методика подсчета. Вот. 93, вот этот уровень. Вот, если так быть точным. Поэтому, ребята, на 103 можно начать переживать, снова смотреть графики. Вот. На 100, когда будем, уже надо принимать решение, не только смотреть что-то. Вот. А уровень 93 пробивать просто нельзя. Потому что если мы 93 пробьем, это может у нас перерасти вот в такую ситуацию. Здесь оно может зафлетить. Это не значит, что оно падать будет. Оно может зафлетить. Но у меня сразу возникает второй вопрос. Так может нам как раз это и надо, чтобы оно зафлетило сейчас по биткоину, а эфир в этот момент рос? Может. Как бы. Может, нам надо, чтобы оно тут пофлетило, а в октябре просто палку дало на 150. Альта сделала хаи, все вышли, и все. Да. Ну, как бы тоже такой вариант есть. Это вот как бы это мой такой вариант, знаешь, как из палаты номер 5. Ну, вот, к слову просто. Такое тоже может быть. Потому что мы же видели такое, если вот на прошлую историю вернуться, ну вот у нас такая тут и была история на хаях. Вот. Тут же просто этот памп-дамп, вот, по битку. Памп-дамп, памп, стоим, дамп, памп, все. Прошел альтсезон. Просто идет боковик и все. Да. Вот. И тут тоже может такое начаться. Ну, как бы просто нужно следить. Я сейчас смотрю только вот за вот этими критическими уровнями с крупным объемом. Вот, которые мы с тобой мы в них сошлись. Вот, это 93, вот, около, плюс-минус там 5% от этой цифры. 93, а уровень переживания это вот 100, ну, в районе 101, вот такой вот 100 тысяч. Да, у меня, например, по карте ликвидации здесь тоже видно так 102 800 здесь. Вот, желтая зона. Да, то есть вот там можно что-то попереживать немножко и вот как бы подумать, да, как подстраховать позиции, потому что в моменте альта она-то может, конечно, вместе с битком просесть, но если это уже сейчас начнется распил во флете и альтсезон, сейчас распил и альтсезон, то у нас какая будет ситуация? Эфир падать не будет, а биткоин может как бы скорректироваться. Альта в моменте падения именно биткоина, она сделает минус 10, а потом когда биткоин остановится по биткоину падение, сразу, хоп, альта восстановится буквально в 2 раза быстрее, чем падал. Это и как раз и есть альтсезон. Вот у нас как раз вот здесь вот есть по карте 102 800, желтая такая сильная зона. Это у нас на месячном. Если мы переключимся на двухмесячный, здесь у нас, ну, здесь уже так не видно, она уже идет размытая. Но зато видно, вот шортистов здесь налипло вверху просто много. 111. Да. Если мы возьмем, допустим, трехмесячный график, посмотрим. А возьмем, допустим, модель 2. И возьмем за 6 месяцев, допустим. Что у нас тут? У нас тут есть даже и на 127, 140.
Ну и даже вот есть какие-то объемы здесь по 150 даже высвечиваются цифры. Правда, там Мгм, мгм. маленькие. Ну, это маленькие. То есть сюда, конечно же, кто-то будет там плечи ставить. Это 130 есть. До 130 да. очень плотные ликвидации, прям Да, крупные. да. Да, здесь есть ликвидации. Если мы еще вот так вот за год поставим, допустим, посмотрим. Ну, есть вероятность, конечно же, роста, есть. Я думаю, что было бы логически вот так вот все это дело снести. Ну, потому как, ну, это ж нужно понимать, что если будут все шортить, внизу кому продавать это все? С огромными котли, где это здесь взять денег, чтобы раздать шортистам? Это тоже проблема. Или нужно будет цену обваливать вниз, или нужно сделать экзит памп по биткоину какой-то, чтобы распродать, потом закрыть шорты. Но так как никто не поучаствовал в альтсезоне и не взял денег с рынка, будет весь разочарован, то он уже, наверное, не будет ничего покупать. Я думаю, что цикл полностью не закончен, и эйфория все равно должна быть, и альтсезон должен быть. Он, конечно же, может быть не такой, как был. Еще, конечно же, есть мнение, люди некоторые говорят, то, что, допустим, у нас альтсезонов больше никогда не будет, биток будет корректироваться типа там на процентов 30-40, и доминация биткоина у нас уже никогда не будет падать. Вот что. Доминация биткоина никогда не будет падать, и альтсезонов больше никогда не будет. И типа биткоин будет торговаться как S&P 500. Типа там небольшой рост, небольшое падение, небольшой рост, небольшое падение. Вот. Такие вот выдвигают сейчас мнения. Конечно же, доминация биткоина у нас не упала. Хотелось бы желать лучшего, но мы не увидим падения доминации биткоина. И вот у нас 21 год. После халвинга биткоина мы уже должны были падать. Но мы еще даже не намекаем на падение. Здесь вот нету никаких падений. И, конечно же, 17 год. Уже здесь у нас давным-давно происходил альт-сезон. Вот у нас тоже халвинг. Оп. И 330 дней после халвинга биткоина начинает падать доминация битка. Здесь уже конкретный альт-сезон происходил. В 2021 году тоже был альт-сезон происходил. Но может быть такое, что у нас этот цикл немножко растянулся, там, пускай на 2, да, там, на 2-3 месяца, все-таки цикл же растягивается, то здесь мы видим падение 320 дней, а если 3 месяца это должно быть примерно 410. 410, ну вот у нас 410 припадает на 5 там, 3 Мгм. июня. Ну где-то мы уже, ну, если даже цикл растянулся на 2 месяца, ну может быть на 2,5, ну где-то уже ну, должна все-таки падать доминация. Может мы даже здесь отрисовали отскок дохлой кошки по доминации. Тоже похожая ситуация. У меня мнение, которое я в голове держу, которого я буду придерживаться в своем портфеле. Если в этом месяце не пойдет рост, значит, мы что-то сделали не так. То, что я вижу, в этом месяце должен уже начаться рост сильный в моменте сильный рост. И на этом росте альта должна восстановиться. То есть она должна будет уйти от своего дна, всех этих минимумов, которые мы поставили. Потому что весь 25 год альта падает. Мы должны будем очень сильно отскочить от этих донных значений. И это будет очень быстро, и люди не успеют откупить дно. Вот. А потом уже будет стрёмно заходить, потому что в моменте будет очень сильный отскок, и рост не остановится. И этот рост будет вплоть до октября. Мое мнение, что уже там кто-то гадает, мне кажется, уже в этом месяце этот альтсезон должен начаться. Я тоже то Я же так самое думаю. думаю. В этом месяце должно все вот прям И, полететь. и вот этот биток 105, это ключевой уровень, мы его должны удержать. Вот 105, ну пускай там сквиз на 102, на 96, пускай, мало ли там сквиз какой-то. Но уровень мы этот должны удержать, и движение должно произойти. Ну и тут ты говоришь, типа, мы сделали что-то не так. Мы ничего не сделали, мы просто-напросто просчитали этот рынок, зашли в позиции, и все. Все остальное делает манипулятор за нас. У нас ошибок особо таких, Я просто ну... имею в виду, что нужно было больше делать долю, допустим, все-таки в биткоине больше долю и больше долю делать в эфире. Хотя куда больше, я уже не знаю. И так эфира 40. Биткоина было в Ну, моменте 20, ну, и все равно, видишь, как. ну, в Посмотрим. принципе, что, у меня по доходности там получается Пепе на первом месте,
Ethereum, Sui, Aptos, Solana, DOT. Но Пеппа по доходности больше, потому как она просто-напросто сделала больший отскок. Вот это вот движение. У меня было Пеппа ниже намного. Вот. Но эфир у меня тоже там позиция неплохая. Я думаю, что если даже эфир пойдет на $4000, на 6, на 7, то ну, портфель по-любому плюс покажет. По-любому покажет Нет, плюс. если эфир просто хотя бы дойдет на 4, я уже смогу выйти как бы с чистой душой. Но хочется, конечно, просто окупить время потраченное, понимаешь? Столько... Ну да, в принципе. Ну, обычно распределение, оно длится, ну, 2, 3, 4, 5 месяцев где-то. У нас, я думаю, что еще запас хода есть. Даже то, что, допустим, у нас 520 дней после халвинга биткоина припадет как раз на конец сентября. Но если цикл растянулся, то пускай даже альт-сезон может продлиться до декабря. Но фишка в Кстати, том, да, я сейчас закончу, но фишка в том, да. что если у нас действительно будет рост осенью, то в сентябре мы должны показывать уже позицию какую-то положительную в портфеле, а не наоборот дамп. Вот. Портфель уже Мгм. должен уже выйти в плюс в сентябре. И тогда нужно будет нам рассматривать обратно рынок, рассматривать эфириум, как мы с тобой обсуждали, что нам нужно будет дождаться 3800 закрытия гэпа, 4000, и там уже смотреть расположение разных метрик. Сможет ли эфириум пойти на 7000, это уже будет потом. Пока мы ожидаем $4000. Вот. Наша задача дождаться $4000. Вот. У нас есть хэшриванс на биткоине, повторно дал сигнал. На недельке мы видим, если мы откроем график биткоина, мы видим на недельке у нас один сигнал, а на дневке здесь был двойной. Вот у нас Мгм. 21 мая, 23 мая. На недельке на недельке он одна точка у нас здесь получается. На дневке две точки. Это еще сильнее, по всей видимости. Вот. Потому как тут у нас, например, была одна точка, но длительная капитуляция была. Вот это все идет капитуляция. Так что я думаю, что да, и нам нужно дождаться 3800. Если мы действительно будем расти, даже пускай там пик будет не в сентябре, а пускай там где-то ноябрь-декабрь, то все равно портфель должен показывать плюс, но не минус. Потому как если мы на медвежку будем погружаться, то понятно, что там уже будет все в минусе в сентябре. Вот так. Ну, Да. Ну, я не знаю, я думаю, мы сегодня много чего обсудили, будем потихоньку закругляться, потому что надо уже мне дальше садиться, сетку блога доделывать. Вот, уже у нас 9, мне да. еще 3 часа работать, поэтому я вообще очень рад, что ты присоединился сегодня, так спонтанно вообще. И у нас достаточно много людей было, поэтому я рад, что много людей получило такую важную, полезную информацию. Вот. Да, мы много чего, Да. я думаю, что рассмотрели. Разные теории тоже рассмотрели. Но ситуация, я скажу сразу, что ситуация на рынке тяжелая. Тяжелая, потому как мы не видим альт-сезона. Много негатива. Некоторые говорят, что засажено. И сам тоже я нахожусь в рынке. Нету тех результатов, которые мы хотели бы увидеть. Там, колоссальные иксы, конечно же. Мы этого не видим. Манипулятор очень тяжело, конечно же, нами манипулирует. Но это его задача, конечно. А там будем смотреть, терпеть, посмотрим, как оно будет дальше. Но я думаю, что на медвежку еще рано погружаться. Вот. Да, поэтому, ребята, вы, главное, не пропадайте, будьте подписаны на нас с Битком, потому что мы реально не шоу снимаем, как некоторые блогеры. У нас там реально деньги лежат на рынке. И в наших интересах просто тоже эти деньги с рынка забрать в целости и сохранности. Поэтому кто, как не мы, заинтересованы, мы вам обязательно об этом скажем, когда мы будем принимать какие-то важные решения на рынке. Обязательно подписывайтесь на меня. Биток на всю котлету, Да. канал на Ютубе, да. Дофа Трейдинг. Подписывайтесь, будьте с нами. Вот, на сегодня мы с вами прощаемся. Всем спасибо большое. Мы вас обнимаем, ценим, любим, уважаем, даже хейтеров. Да. Все. Всем спасибо, ребята. Всем пока, до связи. И мирного неба. Да. Все, я трансляцию завершил.